Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, зима 2023-2024 года. Месяца декабрь, январь, февраль. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами, первое, проведем приятное время. И второй момент, это, может быть, глядя на образы карт, слушая значения, вы для себя какой-то альтернативный вариант развития событий можете предусмотреть, просчитать словно на пару шагов вперед. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. Итак, давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. И первая это у нас колода добра, а вторая Таро истоков. Вот давайте будем узнавать. Достанем три карты, что будет соответствовать месяцам. Первый у нас будет декабрь 2023, январь 24 уже год и февраль. Посмотрим в целом энергии. На колоде добра достанем карты по основным сферам жизни. Традиционно посмотрим, в какую сторону будут разворачиваться события, возможности. Да? Первые дела, работа, бизнес. Вторая карта финансовой энергии мы посмотрим. Что в личной жизни, как видят карты? Каковы неожиданности этого периода? И достанем приятности. Что будет нам помогать? Что будет радовать? Достанем карту совет. Подытожим наш расклад. Итак, декабрь. Давайте будем смотреть. Ух ты, мы набираем темп. Все идет как будто динамика по нарастающей. Много энергии, много желаний, много каких-то, знаете, собственных устремлений, когда мы что-то хотим осуществить. Может быть, и много информации, может быть, много перемещений у кого-то. Что-то как возможность, допустим, решить вопросы. Может быть, прежде не получалось что-то, а здесь словно оказия по этой карте тоже может быть. И проходит еще, кстати, по этой карте такие значения, как трансформация и перемены сами по себе. Поэтому держим руку на пульсе. Если сегодня какая-то возможность появилась, мои дорогие близнецы, надо сегодня же как будто откликнуться, что-то использовать, чего-то не оставить на потом, не упустить момент, потому что по восьмерке огня сам по себе импульс, он как будто важен в продолжении. Не могу сказать, что это мы ускоряем себя сами. Видимо, будет достаточно много событий, которые будут давать вам возможности. И вот то, что приходит на наш порог или в нашу жизнь, вот с этим нужно взаимодействовать. Это как будто нужно проиграть, но это карта позитива и хорошего настроения. Когда, не заскучаем, это точно. Будет интересно в декабре. Давайте мы посмотрим, а что в январе. Туз воды у нас здесь, посмотрите, замечательный морской конек. Один из символов, я, кстати, раньше этого не знала. Удача, успех, где-то материальное благополучие, про любовь. Вот, наверное, как туз воды. Ведь сам по себе туз – это полнота эмоций. Это помимо приятных каких-то чувственных, может быть, и наслаждений, и эмоций, есть еще и радость удачи, радость победы. Когда у нас получается осуществить то, что, может быть, мы планировали когда-то, или это исполнение желаний, когда мы к этому долго шли. Поэтому декабрь по нарастающей, да, мы говорим энергии, и в январе видим уже какой-то результат. Можно и сказать, это карта любви, у кого-то личные отношения, вообще радости, много радости. Как и в декабре будет что-то такое, знаете, позитивное, интересное. Не серое, скучное, унылое. Нет, мои дорогие. Вот как раз как вы любите. Вот такой период жизни ждет в декабре. И недаром нам говорят, что набираете темп. А в январе, где-то наслаждаемся жизнью. Я не могу сказать по-другому. У каждого по-своему это радость, счастье проиграется. Но это, безусловно, то, что не просто
знаете, вдохновение нам приносит или улыбок на лице. Больше делает это уверенность наша собственная, что мы что-то сделали правильно. Это, знаете, для самоодобрения это очень важно. Очень важно для того, чтобы мы были добрее к собственной душе. Потому что любить, учиться нужно в первую очередь самого себя. Человек, который, не говорят, не научился любить сам себя или сам себя на потом оставляет, из этого ничего хорошего не получается. Не получается как принять полноту вот этих эмоций, наслаждения, радости, счастья, так и ответить взаимностью. Ну ладно, идем дальше. Февраль, мои дорогие. Шут, обновление. Посмотрите, какая красивая карта. Тут может быть все что угодно. Это как новое, знаете, дыхание жизни. Правда, не побоюсь сказать именно такую фразу, потому что у кого-то это может прийти с инсайтом, да, и вы будете какое-то свое творчество развивать. Все зависит ведь от индивидуальных особенностей, чем вы занимаетесь или что у вас будет стоять на повестке дня, месяца, точнее, в декабре и в январе. У кого-то это могут быть новые отношения, почему нет? Или ваши прежние отношения словно заиграют новыми красками. Сама по себе карта шута – это энтузиазм. Но по этой карте тут не совсем про логику. Хоть вы, мои дорогие близнецы, все-таки это стихия воздуха, или мы говорим мечи. Но вот здесь совершенно где-то не ваша энергия. Здесь не про логику, не про рационализм, не про какую-то практичность, а вот именно как по тузу воды, как будто отдаться на волю эмоций, но где-то может быть и наслаждение, почему нет, хотя это, если мы переведем на наш земной язык, по карте шута, это может быть и как новое начинание, это может быть все же, так если всерьез, и новая должность, или вообще новое направление в вашей деятельности, помимо того, что в личной жизни это как какой-то, знаете, период обновления, даже в тех парах, которые уже, может быть, десятилетиями, годами существуют. Значит, есть то, что вдохновляет, может такое быть. Хорошее настроение, хорошие какие-то возможности, которые нам предоставляет словно судьба, мои дорогие, правда? Потому что мы набираем темп, там уже об этом сказали, и как по нарастающей есть какой-то результат. И к чему-то в итоге это приводит, как новое качество жизни, я в целом могу и так характеризовать. Что-то важно, хорошее у вас случится в феврале, но предпосылки уже начнутся в декабре 2023 года. Может быть, у кого-то уже сейчас. Я делаю этот расклад в самом конце октября, преддверии ноября. И кто знает, уже какие-то вопросы, может быть, задачи, которыми вы занимались не один месяц. Вы видите, что да, все движется к итогу, именно к тому, который вы хотите получить. Правда, какая-то победа у кого-то, очень значимая победа может произойти этой зимой, которая изменит вас, изменит ваше качество жизни и новые планы. Дела, работа, бизнес. Королева монет. Вообще это все у нас под контролем. Это сама по себе, знаете, порядок, благополучие, сама стабильность, надежность. Хотя у кого-то из вас могут проигрываться люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или там имеющие асцендент, может быть, или по Луне. Но это те люди, которые сказку делают былью, а из хаоса создают порядок, мои дорогие. То есть любая идея, она зарождается в голове у королевы Пентаклей, а потом она ее реализует в реальной жизни. Вот этим отличается именно королева монет, или мы говорим, это королева Земли или королева Пентаклей еще. Поэтому тут у нас Пентакль тоже как будто круглый нарисован. Нет ничего невозможного. Кто-то из вас буквально будет решать вопросы, связанные с жильем или смена места жительства. У кого-то это по поводу зарабатывания денег, каким образом, в какой организации. Или смена сферы деятельности. Или по этой карте мы идем оформлять опять же какие-то бумаги. Или наметили себе какие-то дела. Поскольку королева монет, она рассчитывает сама на себя. Поэтому для нее и не бывает чаще всего неожиданностей.
И даже если они случаются, но она как-то их обойдет. Ее очень сложно, как мы говорим, выбить из седла. Она знает, что в любой момент какие-то неожиданности могут случиться или задержки. Ее это совершенно, ну, как-то не изменяет ее планов, понимаете? Она спокойно, хладнокровно на это смотрит, и она просто продолжает. Вот поэтому какое дело, какую сферу не возьми по этой карте, и все, что связано с нашим земным благополучием, вот во всеобъемлющем масштабе, это все со знаком плюс. Поэтому что вы тут себе бы не намечали, у вас все получится. Давайте по финансам. Хотя уже говорят, финансы будут, это точно. И у нас же туз воды, карта истока. Вот интересно. Вы знаете, чем удивительна эта колода? В ней больше карт, чем в обычной колоде. И как раз старший аркан «Исток» — это разница между 21-м старшим арканом и нулевым шут. То есть это мы получили какой-то итог, или мы получаем какой-то результат. По данному вопросу у нас это позиция денег, значит, получаете вы какие-то деньги. И это как 21 аркан, да, мы будем говорить, как завершение. И вот как раз после 21-го то, что следует, это какая-то как перезагрузка. Куда потратить, во что вложить, каким образом использовать эти деньги или каким образом дальше я буду зарабатывать деньги. Это, знаете, как преддверие еще какого-то начала, когда мы что-то будем планировать наперед, мы что-то будем просчитывать. Поэтому деньги есть, нам сказали, но это начало само по себе. Какие-то планы будут у вас, мои дорогие близнецы, грандиозные, когда именно какая-то финансовая составляющая будет решаться для вас в плюс. Не только на зиму, а с учетом вот именно этого аркана. И плюс у нас ведь еще шут выпадает здесь. Не просто вот это начинание само по себе, а преддверие, предвкушение, что я знаю, то, что я себе запланировал, у меня уже получилось осуществить. И теперь я точно знаю, что я дальше осуществлю. Здесь полный оптимизм и, знаете, где-то спокойное течение жизни, потому что рядом у нас королева монет. Это уверенность, надежность, как я уже говорила. И идеальное время для того, чтобы что-то запланировать себе наперед. Как и каким образом деньги заработать, так и как их потратить. Или правильно вложить, может быть, у кого-то дополнительные источники заработка. Или новые виды какие-то деятельности или зарабатывания денег. Все, что угодно. Полный вперед, правда, мы набираем темп. В личной жизни, мои дорогие близнецы, паш монет. У кого-то может быть знакомство с человеком, который моложе вас. У кого-то люди семейные, вопросы, связанные с детьми, почему нет? По этой карте, может быть, человек вас и не моложе, но это где-то карта, ну, как олицетворяет больше ребенка. Может быть, знаете, когда человек, мы сталкиваемся, может быть, с таким человеком, или когда вам, допустим, придется брать, вот я сказала, ответственность, поскольку ваш оппонент, партнер, он может быть в этот период времени зимний не настолько, ну не то чтобы ответственный, но как будто 100% переложить на него ответственность вы не можете, потому что есть какая-то детскость, есть еще тот момент, когда вы можете быть в нем не уверены, когда ответственности словно не потребуешь, ну вот не получается что-то. Давайте настолько эта карта, помимо всего прочего, это еще ведь какие-то ваши, опять же, начинания, пусть на личную жизнь, но не всегда про любовь личная жизнь. Это еще и достижения какие-то. Поэтому мы с вами достанем 3 карты. И первая карта для тех, кто в паре. Давайте поясним. А вообще это марафонский забег, я называю эту карту, когда мы что-то планируем наперед. У кого-то это может быть просто как семейные ваши какие-то задумки, да, если вы человек семейный или вы в паре, может быть, вы как раз будете развивать что-то. У кого-то известие, может быть, о беременности. Ну, не совсем. Тут нам все карты об этом говорят, но кто знает, может быть, известие было прежде, теперь вы надумаете, если отношения были, просто вы вместе жили, а теперь будут какие-то причины для того, чтобы оформить ваши отношения. Тут у каждого по-разному. Но это, опять же,
надежность на длительный период времени. Тут что-то мы будем такое планировать. Давайте мы с вами достанем карту для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный. Что для вас? Королева чаш. Ну, здесь, с одной стороны, ожидание какое-то может быть, правда, а вот для девушек, для женщин, почему нет? Может проиграться беременность. С другой стороны, с учетом еще и карты истока. Точно. Здесь может быть такой момент, когда вы прочувствуете свою интуицию. Вот почему, опять же, где-то про исток. Может быть, вы уже где-то то дело, которым вы прежде занимались, оно было достаточно сложным. И как ни просчитывай, было сложно определить, получится, не получится. Но где-то интуитивно вам, как подсказка собственного шестого чувства срабатывала, ты продолжай, и у тебя точно это дело выгорит. И здесь вы можете обратиться к своей интуиции, сказать ей спасибо. Это вам добавит самодоверие, потому что словно мы учимся слышать самих себя. В нашей жизни, особенно теперь, наверное, столько турбулентностей, перемен самих по себе в обстоятельствах, что порой очень сложно бывает сориентироваться. И тут как раз вот интуиция. А интуиция это где-то основана всегда на нашем опыте, приходит на помощь. И мы учимся доверять самим себе. Вот такое вы за собой, если прежде, раньше, ну так, интуиция, что такое интуиция, не очень в это верили, а здесь можете прийти к выводу, что, а ведь правда это работает. С другой стороны, по этой карте могут проигрываться, и мы как раз смотрим на тех, которые в паре. И как раз по кубковым картам проходят у нас люди семейные. Это просто ваш партнер или дела вашего партнера какие-то, или вообще взаимопонимание, мудрость, радость, приятные эмоции. Ну, все у вас хорошо в вашей паре, это точно. Для тех, кто, давайте, в сложных отношениях. Королева мечей. Ну, тут вот... Тут сложно. Тут самое главное по этой карте не врать, не обманывать. И, знаете, прописано такое, что лучше меня не обманывайте, как будто говорит королева мечей. Иначе я все ваши хитрые планы разрушу в один момент. Я как будто умею предчувствовать, умею предвидеть, умею соединить интуицию и логику. И при этом я сама чрезвычайно прямолинейно, и если я начну как будто говорить правду, вам это может не понравиться. То есть это очень сильная позиция ваша, и надо сказать, все-таки мечи это как раз ваша карта, когда вы все можете расставить по местам. Вот любой, наверное, спорный вопрос, может быть, у кого-то и любовный треугольник, у кого-то из вас никаких треугольников, четырехугольников нет, но не нашли взаимопонимания с партнером. И вы будете, мои дорогие близнецы, решать, продолжать этот союз или нет. Все-таки у нас мечи. По королеве мечей она может и отрезать раз и навсегда. А может и в какой-то диалоговой форме прояснить что-то. Тут ведь самое главное, как я сказала, да, правда. И именно какая-то истина должна быть проговорена, озвучена. Надо не уходить, словно от этой проблемы, не замыливать себе глаза, что оно как-то само рассосется, определится. Здесь вот именно на поверхность надо какой-то вопрос поднять, обговорить и принять какое-то решение. Ну, наверное, у каждого по-своему. Но общего как бы знаменателя нет. Но давайте вот мы спросим совет от карт для тех, кто вот в сложных отношениях. К чему хотя бы тенденции? Шестерка мечей. Ну, по шестерке мечей это, знаете, всегда как переход. Опять же, нам не говорят. Это может означать расставание, а может и означать как жизнь с чистого листа. Даже для тех пар, когда... Ну, были какие-то тысячи неопределенностей, или вы не договорились. Мы можем здесь, если на чистоту, искренним разговором, правда, что-то проговорить. И словно, вот посмотрите, в лодке двое у нас находятся, как будто отправиться вместе в дальнейшее плавание жизненное, ну так, аллегорически, если говорить. Правда, каждый будет решать сам. Либо это... уже какая-то точка невозврата пройдена, либо это еще что-то можно словно переделать с новым вдохновением, с новыми возможностями.
какой-то разговор, может быть, на чистоту поможет окончательно определиться, чтобы быть счастливым или счастливой. Для тех, кто один или одна. Новое знакомство возможно или нет? Давай, да. Но оно такое будет игривое. Не относись ни к чему серьезно. Ничто так не постоянно, как перемены. Вот легкость на подъем, может быть, использовать новое знакомство, как вместе путешествовать, куда-то съездить, или сходить на концерт, или еще что-то. Ну, то есть легкие отношения идут по двойке пентаклей. Хотя, знаете, нам может очень понравиться и вдохновить, как и наш партнер, так и мы его где-то. Есть обоюдное, безусловно, как и интерес, так и взаимодействие. Но пока еще, видимо, на зимний период времени по двойке пентаклей нам говорят, не строй планов далеких, потому что еще все будет как-то изменяться, может быть, проверяться временем. Давайте мы посмотрим неожиданности. Звезда. Вот, наверное, как по карте истока вы будете что-то планировать. Есть на сегодняшний день благополучие, и есть то, что мы себе поставим в план достичь. По карте звезда у кого-то из вас, знаете, как рост вашей популярности, ваша какая-то экспертность. Может быть, совершить поездку куда-то далеко, или какое-то паломничество, или, ну, уехать в то место, о котором вы мечтали, может быть, пытались приурочить к праздникам, к отдыху, к своему отпуску, к чему угодно. И правда, может быть перемещение. С другой стороны, это может быть еще, как в неожиданностях, то, что мы давно, вот то, что я говорила в самом начале, к какому-то вопросу шли и пытались осуществить, получить это желаемое. Мы придем к выводу, что где-то за зиму мы в чем-то можем поставить точку, себя похвалить, совершить эту самую перезагрузку и идти дальше. Новые какие-то высоты. Знаете, по карте звезда это может быть еще какой-то проект, который вас захватит с головой. Вот мы говорим вдохновить. Вдохновить настолько, что мы, ну, как живем словно этим. И тоже есть такой момент, когда как новое начало в неожиданностях, новый импульс. Новое, может быть, и правда какое-то знакомство, которое вас, ну, как-то преобразит, может быть, добавит каких-то приятных эмоций для того, чтобы в целом оглянуться и сказать, да, жизнь прекрасна. Пусть я не ставлю себе каких-то грандиозных пока планов по отношениям, но само по себе, как флирт даже, да, это уже где-то хорошее настроение. Почему нет? Ну, а для кого-то через любовь, правда, в парах, через умение договориться, это тоже для кого-то из вас, это в неожиданностях. Может быть и творческий проект. Звезда все-таки это, правда, или ваша популярность, или рост вашей популярности. Такое тоже может проиграться. Что приятности? То есть это, по сути дела, это что-то хорошее, доброе, из наших далеких планов сбывается, и мы уже строим где-то стратегию на будущее. И из приятностей, правда, у кого-то завершаться, может быть, суды, или вы получите важное решение, или вы согласуете что-то, подпишете контракт, или соглашение, или еще какой-то документ. По правосудию у нас всегда идет то, что мы хладнокровно видим ситуацию, и это у нас выпадает в приятностях, значит, действительно, как будто по закону что-то вам будет, или словно закон сработает именно в вашем отношении, когда вы останетесь довольны. Когда закон меня бережет, поэтому законы мы не нарушаем, это в принципе, но и быть честным самим собой. Вот об этом тут уже нам не первая карта говорит. И умение видеть, видимо, вообще в течение зимы, что есть по факту, не рисуя каких-то иллюзий. Я не могу сказать, что ваш знак как раз про иллюзии. Нет, вы умеете разграничить вот вдохновение от каких-то вещей материальных. И, видимо, нас будет радовать такое вот вас, точнее, мои дорогие близнецы, умение, правда, не где-то не уйти с головой в эмоции, а вовремя словно вернуться к делам насущным и что-то не прогадать. Может быть и так. Все-таки мы смотрим то, что вас радует, какие у нас приятности. И хоть и карта правосудия достаточно
серьезная, солидная карта. И чаще это что посеешь, что и пожнешь, как вот в поговорке. Или как аукнется, так и откликнется. Но это в позиции радует. Поэтому, правда, какой-то важный вопрос у вас словно решается с точкой. И это будет радовать. Давайте мы посмотрим совет. Король чаш. Правда, проиграется личная жизнь в зимний период, когда вы останетесь собой довольны. Но и не только. Потому что, посмотрите, у нас король чаш сидит словно... Интересно, у него такой не то пьедестал, не то кресло. Он как будто застрахован вот от этих штормов, от вот этой непогоды. Он выглядит уверенный. Джентльмен нам тут показан. И надо сказать, да, джентльмен, он умеет просчитать бизнес, вопросы с деньгами. Как раз два направления по королю чаш и проигрывается. Это как чувство отношения, так и финансовая какая-то составляющая. И не случайно он словно вот это его кресло или это его трон, постамент, он находится, либо это сам по себе как камень, который уходит вглубь воды, надежно сохраняет как бы стабильность. Но это материальная основа. Вот в этом показано, что для него, для короля чаш важно. Так и вам, мои дорогие близнецы, будут, видимо, два или две сферы в вашей жизни, как финансы, заработки и любовь в течение зимы. И будут как раз вот о таких, как и новых возможностях, как о возможностях нового сотрудничества, новых способах заработка, по-новому как-то увидеть даже отношения, те, которые долгое время в вашей паре длятся, и друг друга словно порадовать приятными эмоциями, подарками, чувствами, всем чем угодно. Но сам по себе период, безусловно, первое, у вас под контролем и правда радости. Период радости у вас благополучный зимний период в целом. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.